Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что следите за нашими встречами с Александром Лазаревым, политологом. Он на связи. Александр, приветствую вас. Здравствуйте. Александр, начать наш разговор я предлагаю с абсолютно такого неопознанного летающего объекта, который стал символом вообще визита в Соединенное Королевство Трампа. Там чуть не столкнулись самолеты, порт номер один с рейсовым. Это вот прям символично. Очень и очень, вообще не ясны перспективы. Вот до этого писали, Зеленский выходил в Sky News, вот эта риторика, давай там, Британия, Стармер, подсобите, там, давайте уломаем Трампа стать на тропу войны. Непосредственно там издания разные писали о том, что сейчас король с ним поговорит, и Трамп изменит свое мнение. Но мы смотрим на ужин королевский, мы смотрим на речи на этом ужине, мы смотрим на поведение, которое там, конечно, даже смотрится нелепо, как это пытаются обгадить эту картинку все, там, ну, те, которые знают протокол, традиции и так далее. Там похлопывание по плечу, разговор с гвардейцем, вот это все не в попад, вот эта вся история. Нам пытаются продать мишуру, то есть как это все было, не продается. Единственное, что более-менее продалось в украинских пабликах, это то, что, смотрите, королева и первая леди, они в жовто-блакитном. О, ну все, всем легче стало. А по сути-то ничего. Судя по тому, как себя вел Трамп, по мимике, по поведению, мы понимаем, что он демонстрировал, кто здесь папочка, кто здесь хозяин. В общем, такая достаточно странная, такое странное авторшоке после этого события. Поделитесь своим впечатлением. Решился ли вопрос Украины, как об этом писали за день до? Ну, мои впечатления от приезда Трампа было сразу понятно по поведению, кто там действительно монарх. Кто король, и причем не только Британии, да, а всея западного мира. То есть Дональд Трамп это отчетливо продемонстрировал и в поведенческих вещах, и в своем таком расслабленном стиле, действительно в этом похлопывании короля Британии по плечу, потом, когда он первый пошел, не дожидаясь, но было видно, что тот монарх, потому что родился в семье, да, монархической, вот, а Трамп по своей сути, вот, король западного мира, и он это показывает, он это демонстрирует. Вот. Что касается украинского вопроса, вряд ли он решился. Как бы там на встрече, что бы даже не обсуждали, как себя не вели лидеры Британии и Соединенных Штатов Америки, совсем разные взгляды на ситуацию, совсем разные позиции и совсем разная заинтересованность у этих стран и разные бизнес-группы, которые лоббируют эти интересы. Британские бизнес-кланы, которые стоят за конфликтом и в принципе влияют на принятие решения в Киеве, и на Ермака влияют, и на Зеленского, они заинтересованы в продолжении конфликта, в продолжении войны, и причем им без разницы. До последнего, да, как там Зеленский говорит, не до последнего, им главное, чтобы время это растянуть время, чтобы военно-промышленный комплекс работал, деньги шли туда, куда надо. Вот. А будут гибнуть там украинцы, не будут гибнуть, это уже мало кого интересует. То есть они за продолжение войны. Это британская линия, и она четко очень демонстрируется на международной площадке, особенно когда встречаются коалиции желающих, то есть о чем они заявляют, что ни шагу назад, ни на какие уступки не надо соглашаться. Отдельная и совсем уже противоположная позиция у Дональда Трампа, у его администрации, ведь у него стратегия на нормализацию взаимоотношений с Российской Федерацией, потому что он понимает, что готовятся новые вызовы, новые конфликты Соединенных Штатов Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона. Ну, конкретно сейчас говорю про Китай, вот, и его союзников там, с глобального юга, да, в том числе там, и Индия, которая с недавних пор стала очень строптивой страной, да, и по отношению к Соединенным Штатам Америки. Мы это видим даже, что они прислали 65 человек. Количество, конечно, небольшое, но тем не менее сам жест. Это политический жест на учение Запад, на российско-белорусские учения. Это очень важный политический жест. То есть они как бы дали ответ Западу. Вот если вы так с нами, то вот смотрите, как мы будем, с кем мы будем заодно и с кем будем действовать.
Поэтому у Соединенных Штатов Америки другая позиция по украинскому конфликту. Это не исключает то, что Трамп создает условия по продаже оружия, да, через европейцев для Украины. То есть, как мы с вами ранее говорили, то есть одно другому не мешает. Просто Дональд Трамп напрямую не будет вмешиваться, не будет вводить санкции против России, то есть будет смягчать политику экономических взаимоотношений там, на уровне корпораций. Американские корпорации вернутся в Россию, российские некоторые смогут работать с Соединенными Штатами Америки, будет увеличен товарооборот. То есть все, что касается экономической сферы, санкционной сферы, дипломатической, здесь будет потепление. А вот тема продажи оружия, ну так это ж европейцы. Мы согласны, да, как вот недавно одобрили пакет. Вот причем звучит интересно, что американцы одобрили военный пакет, за который платят европейцы. Не-не, там Казалось не бы, так, не так. Пакет помощи, помощи. которая оплачивает, то есть помощь, которая оплачиваем. Да, то есть мы согласны. То есть европейцы вы платите, мы не против, мы согласны. Оружие у нас берите, то есть как бы мы продаем, а дальше мы не против. Но мы, то есть как бы это одобрение, это не то, что Америка передала, как раньше звучало, вот Штаты передают. Совсем другая формулировка. Поэтому Трамп не заинтересован в этом конфликте. Да? Но ему, в принципе, удобно. Ему главное выйти из него, сохранить лицо. А будет ли это выход при условиях, когда, например, там Москва и Киев между собой подпишут какой-то там договор, да, о прекращении боевых действий, о мире, либо это будет просто выход, когда Трамп скажет, что это безнадежный конфликт и вообще его урегулировать нельзя, легче было израильтян с арабами помирить, чем Не украинцев с легче. русскими. Видим, вообще не легче. От слова совершенно. Просто наоборот, там заложена сейчас такая уже мина, которая в ближайший год Не, может ну это так сейчас. А полыхнуть. тогда же он сказал, что все с Ираном, все, он все порешал. Всё, войны глобальной не будет. Ну а дальше что? Что будет потом, так это ж уже потом. Вот. Еще раз, еще одна победа будет у Трампа, если сможет урегулировать, да. Вот. Ну вот русско-украинский конфликт, то есть его действительно пытаются вывести в такой локальный уровень, именно американцы, причем локально-восточноевропейский, отдать это все на водку. Вот вы желающие, желайте, работайте, мы здесь не при делах. То есть мы можем только благословить и дать одобрение там, на какую-то помощь. Вот, собственно говоря, его позиция. А позиция Британии, ну, полностью противоположна. Вообще по Восточной Европе противоположна, потому что они понимают, что с политикой Трампа, который пытается заняться развитием там, и реального сектора экономики в Соединенных Штатах Америки. И он понимает, что у него есть другие вызовы. Восточная Европа не является приоритетной геополитической зоной для администрации Трампа, поэтому святое место пусто не бывает. Британия хочет это место занять. Собственно говоря, этим они Зачем? будут заниматься. Вот давайте, смотрите, никто не может ответить внятно на этот вопрос. Зачем? И вообще сейчас, вот если так разобраться, ввиду ситуации на фронте, возможно, коснемся сегодня, ну, когда там бои в центре Купянска. Не в центре Купянска. Потом в Купянск зашли, ну, это было пару дней назад, или там около недели назад. Нет, на окраинах. То есть там наступление в Днепропетровской области. Нет, не стремительное. Ну, то есть, нам как бы... Я помню, был такой период, когда все очень смеялись над российскими СМИ, которые использовали так называемый новояз. Ну, не взрыв, а хлопок, там, жесткая посадка, а не падение борта какого-то. Ну, в общем, сейчас мы видим это немножко там, конечно, вычурнее, но примерно то же самое. Ситуация действительно тяжелая. Вообще непонятно, что на встрече со слугами там, да, было. Потому что одни говорят одно депутаты, другие другое, потом извиняются, потом, видимо, там позвонили, сказали, что ты несешь, а третьи говорят, я вообще ничего не понял, там, чего хотел президент. Но вроде как донесли, что если будет провал на фронте, будут тяжелые решения. Что там за тяжелое решение? Ну, тяжелое решение. Для кого тяжелое? Для депутатов, еще для кого-то. Просто в этой динамике сейчас очень главное, ну, важно понять, а кто кому больше нужен? Украина Британии или Британия Украине? Хороший вопрос. Я думаю, что Зеленский, наверное, просыпается каждое утро и задает его себе. Но если мы посмотрим на интересы Британии, да, вот почему
Нужно вернуться в 20 век, в окончание Второй мировой войны и в потерю Британии статуса, ну, некой международной империи. Понятно, что как бы имперский статус она потеряла еще в Первой мировой войне, но окончательно, да, и бесповоротно уже, ну, на 80 лет был потерян статус Британии как некого международного регулятора в определенных геополитических зонах и регионах именно после Второй мировой войны. То есть, по факту, если мы посмотрим на эту ситуацию не с точки зрения там, войны, больших потерь, Великой Отечественной, Красной Армии, Третьего рейха, а с точки зрения экономики, то война была за мировое господство, конкретно за европейское, между Британией и Соединенными Штатами Америки. Это, кстати, очень такой обширный, длинный вопрос, можем, конечно, его обсуждать, но переходя на сегодняшний день, то есть у Британии появляется окно возможностей. То есть они столько лет были на задворках истории, да, ну, потому я не говорю, что там страна третьего мира, нет. То есть Британия это сильное локальное государство. Но позиции, которые у нее были раньше, они были утеряны. И сейчас появляется возможность, когда Америка, опять-таки, Америка не отказывается, да, она бы не отказывалась, например, от стратегии там, Маккиндера, да, вот этой формулы мирового господства, который в британской школе геополитики был описан, кто контролирует Восточную Европу, тот контролирует Хартленд, кто Хартленд контролирует, а Хартленд это практически именно о России речь идет, да, кто контролирует Хартленд, тот мировой остров, кто мировой остров, тот мир контролирует. То есть, ну, мировой остров это Израиль, простите, Евразия. Вот. Поэтому как бы американцы бы не отходили от этой концепции, если бы не понимали, что новые вызовы в Азии вот, и конфликт с Россией, они просто банально не тянут. Поэтому они выбирают приоритеты. Вот американцы отходят. И тут, получается, освобождается место. И вопрос именно Восточной Европы, освобождение этого места, заход туда британцев – это возможность восстановления влияния именно на европейском континенте. То есть Британия может вернуть себе некий статус, который был утерян 80 лет назад, за счет распространения влияния именно в Восточной Европе, за счет создания такой очагов конфликтности в будущем, там, вокруг России. Даже если американцы с русскими помирятся, британцы все равно будут готовить этот план и не будут отходить от стратегии Маккиндерианского кольца. Им это выгодно. У них этот конфликт с Россией, это прям, ну, можно реально сказать, экзистенциальный. Это уже столько веков, причем тут вопрос и теласократии, телурократии, да, там власти суши, моря, вопрос ресурсного потенциала и прочего, то есть вопрос даже взаимоотношений, уже если идти там, в Российскую империю, в британскую корону. Но если мы вспомним и вернемся там, буквально там, 21 год действующего века, вот, то мы вспомним, что была некая стратегия Лондона и выстраивалась ось Лондон-Анкара. Об этом все забыли, ну, война началась, собственно говоря, она там переколошматила все эти идеи, но, тем не менее, никуда это не делось. Вот никуда не делось влияние и ось Британии, в которую входила и Украина, и Прибалтика, и выход к Черному морю, да, и там Турция тоже должна была отыгрывать свою роль. Поэтому, например, те же британцы, они очень заинтересованы в сохранении контроля над Одессой, над возможностью, там, над Очаковым, там, где они военную базу строили еще до войны, вот, действительно вкладывали в строительство, не пускали туда граждан Украины. То есть я, когда был в Николаевской области, вот, и было интересно там и со съемочной группой подъехать, посмотреть, не пускали. НАТОвская форма, то есть как бы ребята были одеты, ну, далеко там не в ВСУ, да, потому что как бы это, ну, по внешним отличиям было понятно, тоже не пускали, как бы. А для них это обход доктрины Монтрё был. То есть фактически они могли находиться в Черноморском регионе, ну там буквально в минуте, да, от Черного моря, вот, неограниченное количество времени, потому что в Черноморском регионе по доктрине Монтрё там не больше 2 недель, если страна там не имеет выхода к Черному морю, а тут сколько угодно. И британцы вот этот момент хотят за собой сохранить, застолбить. А тут получается Америка уходит. Ну реально, Трамп уходит, другие вопросы, другие проблемы. И они хотят эту нишу занять. Получится ли эту нишу занять? Вопрос. Но попытки есть, попытки будут. И Зеленский,
и Ермак, как политики, которые действуют именно в британском фарватере, в этой линии, они всячески содействуют этим планам Британии. Вот они содействуют, и в итоге продолжение войны может действительно длиться до последнего. Вот то, что там Мазурашу сделал заявление, да, что Зеленский на закрытом совещании сказал, что там ни шагу назад и до последнего будем воевать, я уверен, это чисто британский инструктаж. То есть, как бы Британии это надо, а Британии это выгодно. Подождите, ну там с другой стороны на этой встрече сливы были, что вроде как и выборы могут быть. Ну, и вообще там такой сейчас какой-то фон идет там от Венеславского, до там каких-то там нардепов черных, то еще каких-то, ну, слуг, которые говорят, да вот это вот там считанные недели, вопрос пошел на неделе, да вот это последняя каденция, или это сессия, последняя сессия в этой каденции парламента, будет следующая, а мы вот должны... И все начинают хвалить Зеленского, какой он. Мы, мол, депутаты, уйдем, нас никто не вспомнит, а президента-то будут помнить. Поэтому нам нужно соответствовать, быть достойными. Короче, прощаются все напропалую, направо и налево. Но на прощание, это по поводу Одессы, по поводу британского интереса, ратифицировали договор с Британией в парламенте. То есть придали ему юридический статус, силу и, ну, фактически согласились на определенные обязательства, которые в нем прописаны. Украинцам рассказывают, что там прописаны обязательства британской стороны. Это там 3 с лишним миллиарда фунтов помогать каждый год. Это там содействие экономическим, торговым. Короче, то есть вот это все. Там же все выписано очень-очень так выпукло. Но я же помню, и вы же помните, люди, которые помнят этот столетний договор, который, когда его подписывали, говорят, там есть секретное положение. Сколько их, какие это пункты, вообще никто ни о чем не говорит. Так а что ратифицировали? И получается, что, я вот хочу, почему я привожу эти аргументы, поспорить с вами хочу. Вы говорите, продолжение войны. Так не надо британцам уже продолжение войны. Британцам надо вот это стоп, мы в домике, хорош, все, Очаков их, порты их, сотрудничество на 100 лет, они туда заходят, американцы уходят. Британии, по идее, как раз сейчас выгодно закончить, остановиться, там, стоп-игра, все. И осваивать вот то, что они, условно, они выиграли по итогам российско-украинской войны. Почему тогда идет четкое утверждение, что британцы за войну? Может, они за мир? А насчет договора, да, который подписан, там мне очень нравится один пункт, в котором можно в песню перефразировать. Теперь любимый Лондон может спать спокойно, потому что если, не дай бог, кто-то нападет на Британию, Украина мужественно станет на ее защиту. И мне кажется, это самый важный пункт, который там подписан. Что касается народных депутатов, если они переживают, что их забудут, то я хочу им сказать, что прокурор вспомнит. Вот прокурор вспомнит, придет время, всем все вспомнят, и голосование. Они же сами сняли индемнитет, иммунитет. Вот, и за голосование придется нести ответственность, и за прочие деяния. Вот. Так что пусть не переживают. Насчет выборов. Я не вижу условий для выборов. То есть я не вижу не то, что там подготовительный процесс. Подготовительный процесс можно развернуть там за несколько месяцев. Помните, как в ДМБ. Видишь суслика? Нет, Да, он есть. Ну так может с условиями выборов. Может, да. Ну, опять-таки, выборы Зеленского, да, там выборы президента, он, например, на это не пойдет, потому что он прекрасно понимает, ну, мы видим даже сейчас социологию, и это открытая социология, закрытая не публикуется, то есть публикуют более-менее те цифры, которые, ну, хоть как-то могут мягко, так сказать, показать отношение там к Зеленскому, вот, а не столь радикально, как оно есть на самом деле. То есть закрытая социология не публикуется. Но даже по открытой мы видим, что он там во втором туре не выигрывает, что уровень там доверия к даже условно к Залужному гораздо выше. А это речь не идет о том, что будут еще какие-то кандидаты. Это один момент. Следующий. Насчет Британии. Не, конечно, для Британии было бы вообще отлично взять передышку, да, на несколько годиков. Вот, возобновить силы, так сказать, и потом, так сказать, с новыми силами, да, и опять начать. Но тут же не только Британия принимает решение, как бы ей хотелось.
Есть Российская Федерация, которая говорит, ребят, ну не будет передышки, либо мир с решением фундаментальных условий, а вот фундаментальные условия как раз-таки противоречат тому, что хочет Британия. То есть они никак не могут быть выполнены при том плане, который есть у Британии. Поэтому, и мы еще не учли здесь момент там, военно-промышленного комплекса, да, этих колоссальных заработков Европы, Европейского Союза, дальше отдельных государств, концернам, которые заточены на эту войну. То есть тут еще этот момент необходимо учитывать. Да, это не геополитика, это экономика, но это экономика, которая является базой, фундаментом. Вот. И получается как бы вопрос Британии, что вот бы мы сейчас остановились пару годиков, отдышались, накопили сил, накопили оружие, мобилизовали бы, подрастут же еще новые украинцы, да, которым сейчас там по 16 лет, по 15 лет, вот их мобилизовали бы, подучили, вот, и с новыми силами начали бы через 5 лет конфликт, еще больше пропаганду провели бы. Вот. Для России это зачем? То есть мы же, когда смотрим на конфликт, мы рассматриваем несколько сторон, да, интересов. Невозможно же посмотреть только с одной стороны. Россия прямо говорит, что для того, чтобы конфликт был закончен, Украина должна вернуться к нейтральному, неблоковому статусу с определенными понятными позициями для будущего сосуществования. Да? Ну и там, в общем, целый спектр условий, который неоднократно оглашался там и МИДом, и был предложен в меморандуме, который обсуждался полчаса. Украина свой меморандум предлагала. Ну, в общем, померились меморандумами, да, и на этом остановились все переговорные позиции. То есть мы понимаем, что интересы Британии и интересы России взаимоисключающие на территории Украины. И пока они взаимоисключающие, вот, конфликт будет продолжаться. Смотрите, тут все равно, еще раз, идет, ну, как бы следующая ступенька эскалации. Это мы наблюдаем по ударам а, по логистике железных дорог, по энергообъектам. То есть это мы видим. Понимаете, в чем как бы тут вопрос? Если войну продолжить, Зеленский, конечно, это отдельно можно о нем поговорить, это прям, это что-то с чем-то, который говорит, ну у нас же отопительный сезон, да, так и у вас отопительный сезон. Он сейчас там ударили по очередному НПЗ, очередному заводу, там столб дыма в Башкортостане, по-моему, ну, кажется, там 1300 километров от границы с Украиной. Понятно, что работают ДРГ, работают все там спецслужбы, мол, это вот наши санкции, говорит Зеленский, и мы будем, в общем-то, довольствоваться тем, что кто-то куда-то не долетит, кто-то куда-то не доедет. Это прямая речь Зеленского. И вот это вот как предложение инфраструктурной войны. Просто поймите, ну, логики нет вообще никакой. Хорошо, британцы хотят забрать себе Украину. Ну или там какую-то часть, которая осталась. Ну так тут же тоже нужно выйти грамотно вовремя из игры, чтобы хоть что-то было. Потому что если так, то, извините, Очаков, ну, британский, Одесса британская, вот эти все там Дунайская развязка британская, остатки там, ну там есть правый берег, есть левый берег, правильно? То есть есть там подбрюшье, вот это вот Беларусь, Россия. Это наоборот выгодно. Я все равно не нахожу ответа на вопрос, почему не брать и не заканчивать британцам, кураторам Зеленского войну сейчас. Вы говорите о передышке. Нет. Даже без передышки. Если закончить сейчас, это же их победа. Это же можно выйти и сказать, мы победили, мы загорбастали себе кусок больший, увесистой постсоветской страны. Я не знаю, видели вы или нет, там фрагмент сейчас гуляет в сетях Сорос, когда его там расспрашивают, там, говорят, Сорос, мол, как ты, что ты, говорит, да я там за 2 года до распада СССР открыл свои фонды культурные в Советском Союзе, там, культурно-инвестиционные какие-то такие, ну, это перестройка, гласность, понятно, то есть там более там углубим, расширим сотрудничество. Америка уже не враг, а потом распад СССР, да, а потом вот это из российского он стал там украинский. И поехали. И, короче, Сорос чуть ли не создал гражданское общество в Украине. Вот это civil society, как они говорят. То есть, и вот сейчас, получается, это общество воюет с Россией.
Ну, вот такая вот история. Это все меряется там отрезками 30 лет, вот такими промежутками. Поэтому, если мы попытаемся стратегировать позицию Британии, потому что, смотрите, хорошо, заберут они Украину без железной дороги, без мостов, без инфраструктуры, без, то есть чисто поле, руины и голодным населением, оставшимся еще, которое говорят, ребята, ну дайте хоть что-то, хоть кусок хлеба, работы же нет, заводы же побиты. То есть, понимаете, здесь тоже нужно как-то это упаковать в какое-то видение. Какое видение у британцев на нас, ну, на украинцев? Но мне кажется, Британии не особо болит, да, какое количество украинцев останется на территории Украины, если они ее контролируют. То есть, по факту, им интересен плацдарм вот, для будущего разжигания конфликта и для любой возможности, чтобы дестабилизировать там обстановку между Европой и Россией, там, глобальным югом. То есть, дестабилизационный момент. Украина как геостратегическая точка опоры, ее по-другому не рассматривают. А для геостратегической точки опоры не надо ни заводов, ни инфраструктуры. Достаточно, чтобы поля были ровные, да, иногда грунтовка, чтобы в случае чего можно было танки перебросить. Вот этого достаточно. Украина как порт, вот, Одесский, Очаковский, то есть для них это тоже как бы важный момент, мы обсудили. Если, например, Украина остается в британском фарватере, но теряет, к примеру, выход к Черному морю, да, половина интереса Британии просто угасает. Просто угасает. То есть без Одессы Украина будет нужна только в одном ключе для возможного разжигания конфликта, если будет стабилизация отношений между Западом и Востоком. Не более того. Количество населения для того, чтобы... Сейчас, может, банальные вещи скажу, да, но пусть просто люди посмотрят, как работает, к примеру, корпорация Monsanto. Вот, мировая, транснациональная, которая владеет землями, занимается сельским хозяйством. Какое количество людей обрабатывает землю? Автоматизированное полностью производство и обработка идет. Количество украинцев там достаточно будет в масштабе 5 миллионов человек. Условно я говорю. Понятно, я подсчет не вел, но с учетом там скукоживания территорий и с учетом того, что в 2014 году экономисты прогнозировали 11 миллионов для агродержавы, да, то сейчас можно плюс-минус сократить это где-то в половину. Этого достаточно. Чем они будут заниматься? Я думаю, обслуживанием того персонала, либо сами станут персоналом, который необходим для вспахивания сельскохозяйских угодий. Другая же часть должна будет быть милитаризированная для того, чтобы в случае чего можно было вступить в новый очаг конфликта. Вот такое будущее Британия, если вкратце, рисует для Украины. То есть Украина как государство, как индустриальная страна, как инфраструктура, да, которая раньше была, для Британии вообще не имеет никакого значения. Для того, чтобы начать где-то войну либо боевые действия возобновить, для этого не надо развитая экономика и сытый, опрятный народ. Чем более Понятно. голодный народ, тем это легче сделать. Понятно. А России какая нужна Украина? Вот смотрите, тут тоже Да. парадокс. Я сейчас попытаюсь немножко так с этого угла раскрыть эту тему. Парадокс же очень интересный. Понятно, сейчас чрезвычайное положение, война, фронт, ну, то есть солдаты хорошо получают, уровень цен э, похлеще, чем в Москве, ну, там, ну, понятно, есть разные районы Москвы, ну, неважно, сопоставим с Москвой, например, по тому же Луганску, потому что он тыловой. В Донецке чуть другая ситуация, там с водой проблемы, там, ну и вообще там фронт гораздо ближе. Но тем не менее, то есть купить жилье, купить, ну, в общем, обустроить, да, жизнь. Мариуполь там отстраивается, идет, скажем так, я не хочу вот вдаваться в эти все вещи, там же у нас Центр противодействия дезинформации, он же как говорит, ничего не отстраивается, людей нет, в общем, всех загоняют, всех там, в общем, ужас, короче, рисуют. Но тут дело не в Центре дезинформации, здесь дело в том, а зачем нужна эта территория России? Это особенно острый вопрос, потому что они же как, разогнали сейчас полностью вообще войну России и НАТО как тему за последние 2 недели.
беспилотники, ответы. Вот учения Запад-2025 закончились. Путин походил в военной форме, с пистолет в руках подержал, ему показали образцы оружия, все считали, ага, Путин в форме, полевой, значит, вроде как будет война. Все, понятно. Козак написал заявление, вроде как подтверждение сегодня было о том, что в пятницу дорабатывает последний день и уходит. Это замглавы администрации президента Российской Федерации, запомнившийся тем, что занимался он Украиной. И был единственный, который против был начала СВО, потому что, ну, видел другие пути, да, как добиться своих целей. Нет, он дорабатывает, уходит. Тоже все считали. Ну, еще, кстати, интересный момент, как они с Ермаком. Козак Ермака ставил на место, когда тот пытался пропихнуть, давайте подпишем с вами пустой лист. Ну, очень рамочное соглашение, а потом каждый будет наполнять его своим смыслом. Козак отбрил тогда эту идею, поэтому Минск и начал вот это вот, ну, не стало его, ни Минска, никаких других. И Козак ему звонил в первый день войны, типа, говорит, сдавайтесь там или что-то такое. И это все считывается как сигналы большой войны с Европой, ну, то есть НАТО и России. Ну, так считывается. Так а зачем России тогда эта территория? Ведь можно же понять людей, которые думают, что ровно для того же самого. Вон поляки, хлоп, и закрыли границы. Причем они закрыли на учения закончились, не открыли. Говорят, не-не-не, когда спокойно будет, так и будем. А тут некоторые прикинули, так это же через Беларусь, Польша, единственный коридор товаропотока из Китая в Европу. И сейчас уже вовсю быстренько-быстренько начинают смазывать винты на этих ледоколах по обмелевшей Арктике, чтобы, ну, контейнеры в обход через Северный путь. То есть это маленькая Польша, ну, в плане глобальности проекта, перекрывает кусочек небольшой границы, и все, это дает ускоритель вот этим Северному пути, который сейчас будет вовсю, скажем так, пушиться вперед. Ну, во-первых, тут глобально интересно, а во-вторых, правда, а нужна ли вот эта Украина в таком состоянии, да, торговых путей и, конечно, взаимодействия России? Для чего? Очень интересный такой комплексный вопрос получается. Давайте тогда от такого, от мелкого к большому, да, перейдем к вот конкретных вопросов. Например, на примере того же Козака и Ермака интересный момент, ведь у Ермака действительно была коммуникация с Козаком, и она была не только на момент начала боевых действий, она была гораздо ранее, потому что отец Ермака был довольно-таки уважаемым человеком и в России, и в Советском Союзе, если не ошибаюсь, был официальным резидентом КГБ СССР вот в Афганистане. И вот по линии отца у Ермака была коммуникация с определенными башнями Кремля. И когда Ермака только назначили главой администрации Зеленского, вспомните, тогда в Киеве все шумели, все это пророссийский человек, это Россия, Зеленского сейчас полностью развернут, вектор России, там Порошенко чуть ли не взвыл тогда, что все втрачено, и все, Ермак прям работает на Кремль. В итоге оказалось, что Ермак работает не на Кремль, да, а на Туманный Альбион, но тем не менее, как бы история такая была. Кидок, который был перед войной, тоже многие эксперты, политики об этом говорят. Кто-то публично, кто-то не желает говорить об этом публично. Но то, что созванивались накануне войны, там, да, и общался Козак с Ермаком, и Козак действительно его предупреждал, что это не шутки, что есть время подумать и принять правильное решение, но в итоге как бы маем еще маем. То есть как бы никто решил не слушать его, да, не прислушиваться и не принимать эти решения, и получилась война. Это что касается отношений Козака. Сейчас, да, действительно, Козак уходит в отставку, его позиции занимает другая башня Кремля, это Сергей Кириенко, вот, который отвечает за страны СНГ, за постсоветское пространство, в том числе и за украинские вопросы, то есть как бы усиливается Кириенко. Вот, его линия, там, я думаю, что будут работать и по мягкой силе, ну, как бы там очень такой объемный, комплексный вопрос нового, так сказать, куратора, да, этих зон влияний, если так геополитическим языком выражаться. Что касается интересов России по Украине. Интерес России, как бы это банально сейчас не звучало,
но действительно в прогнозируемой обстановке у себя на границе. Такой же интерес был бы и у Соединенных Штатов Америки, если бы, например, какая-то страна в подбрюшье США решила строить проект антиамерика, например. Вот представьте, Мексика стала антиамерикой. Волновало ли это бы Дональда Трампа? Конечно, волновало бы. То есть он пытался бы как-то этот вопрос урегулировать. Потому что когда какая-то страна у тебя на границе напрямую работает на твоего конкурента, да, вооружается и готовится к возможным столкновениям, это будет волновать любого геополитического игрока. Россия здесь не исключение. Вот, поэтому то, что заявляется о нейтральном статусе, внеблоковом статусе, безъядерном статусе, в прогнозируемой политике, вот, невраждебной политике, не перемирие, а всеобъемлющий мир. Это же не просто слова. То есть это слова, которые говорят о стратегическом будущем подходе. То есть это бы устроило Россию. Нужна ли Украина России всецело в составе? Да? Ведь многие эксперты об этом тоже говорят, и конкретно именно на марафоне, вот именно в Украине, что цель России там, захватить полностью все территории Украины, присоединить. Мне кажется, что эта тема давно устарела. То есть они считают, они ссылаются на стратегию Бжезинского 1997 года, что вот Россия не может восстановить империю без наличия Украины, но они очень как-то коряво пересказывают слова Бжезинского. Бжезинский не говорил, что Украина должна быть в составе России для того, чтобы восстановить свое там влияние на Восточной Европе. Вот. Для влияния, да, через Украину России достаточно иметь Украину в нейтральном положении. То есть это та страна будет, с которой можно вести дела, с которой можно договариваться и которая выполняет договоренности. В состав же принимать всю Украину после разрушенной экономики, распиленных заводов, постоянных обстрелов, да, уничтоженных предприятий, да, и много вопросов. Это очень затратная история, очень затратная. Многие эксперты даже говорят, что у некоторых западных стран и корпораций, да, которые стоят с одной стороны конфликта, есть интерес, чтобы Россия поглотила столько, сколько не сможет потянуть. То есть об этом эксперты тоже говорят, и причем приводят такие довольно логичные аргументы, что те же британцы в этом заинтересованы, чтобы Россия вязла. Да, Да, значит, позволить России с тяжелыми потерями, с да. тяжелыми тратами, лишениями максимального, насколько это возможно, уровня, завоевать Украину, а потом вот это вот еще как бы давай восстанавливать Да, и да. тратить деньги, Таким, тратить да. силы. И в этом есть, кстати, в этой теории есть определенная логика с точки зрения, например, там, противников России, да, вот те, которые... Вот сейчас, буквально секунду отойдем, с 2018 года новый технологический уклад, шестой технологический уклад, да, это новые сверхтехнологии, и страны за это борются. И вот если затормозить экономический рост, а вы представьте поглощение, например, какой-то огромной территории разрушенной и ее восстановление, это ж какие бюджеты необходимо туда направлять. Причем бюджеты и на контроль, и на восстановление, и на жизнедеятельность, и на инфраструктуру. Это очень большие затраты. Очень большие затраты. Вот. И на безопасность в том числе. Эти деньги нужно высвободить, да, и перенаправить. Высвободить, а их же можно было бы направить, к примеру, там, на развитие технологий, на этот экономический рывок. И все страны, которые, например, в этот технологический уклад входят, а Россия в том числе занимается развитием технологий шестого уклада, если затормозить это развитие, то следующие 40 лет страна не будет зарабатывать. Страна станет страной второго, ну не третьего, там второго мира. На это тоже делается ставка определенными кругами. Понимают ли это в России? Уверен, что понимают. Поэтому и Путин часто заявляет, говорит, нет цели взять всю Украину. Нет такой цели, и цель такая не стояла. Да? Он говорит о зоне безопасности. А эта зона безопасности, она может расширяться, исходя из позиций на земле, исходя из действий, например, того же Зеленского. Вот когда Зеленский радуется, что еще один НПЗ, да, подбили,
и, так сказать, навредили где-то там в глубине России, то необходимо же понимать, что за этим последуют ответные удары. Да? Те же подстанции, та же железная дорога, та же энергетика. Если бывший экс-министр, да, энергетики говорит, что 50% уже восстановить невозможно, так надо понимать, что осталась половина от того, что было. Так И это... проблема в том, вот еще раз, проблема, вот смотрите, тут же тоже, в эту же игру тоже можно играть вдвоем. Я просто пытаюсь проанализировать комплексно эту тему, потому что, ну, чтобы это не звучало как какая-то лютая конспирология, да, что почему там Европа не дает денег? Ну вот, правда, украинцы, хоть там пишут, там наивные, не-не-не, никто не наивный, все как бы, все четко видят линию. В Польше упало непонятные какие-то вот эти там герберы, да, которые без боевой части, без камер. Раз, отслюнявили 43 миллиарда. Зеленский говорит, у меня есть два плана. План А– это закончить в этом году. План Б– 120 миллиардов. 60 у нас бюджет. То есть, понимаете, Это шантаж. речь, это понятно, что это шантаж, но речь не идет о больших для Запада суммах. Речь не идет об этом. У них есть эти деньги, они их могут быстро выделить, как полякам 40 ярдов, вот так раз и все. То есть все, Зеленский, вот он присосался, но он же не про... Если бы он понимал, что там нечего, не дадут. Если бы условно, давайте так, гипотетически, не хочу обижать сербов, ну, например, не Европейский Союз, а Сербия была бы вот таким. А он понимает, что, ну, что там они могут дать, это, ну, сербы, да? Не, ну, оружие, конечно, нам могут попоставлять какое-то, добрые слова говорить, там, ходить, что мы примем Украину в Сербию. Я сейчас заменил Евросоюз на Сербию. Но они не могут. А Зеленский понимает, что они могут. Вообще рождаются такие хитрые мысли. Ведь и в эту игру давайте разрушим большую европейскую страну, самую большую. Россию не берем, она не только европейская. Ну, там, по территории, да? Давайте разрушим и бросим, пускай ее восстанавливают. Не восстановить ее нельзя. Такое географическое положение. Надо вкладывать деньги. Вот вы говорите, планы на Западе, бросить как бы пепел или там руины под ноги Путину. Но Путин же тоже не дурак. Говорит, мы не против, чтобы Украина вошла в Евросоюз. Забирайте. А Евросоюз что должен делать? Вместо, опять получается логика та же самая. Вместо того, чтобы условно строить роботов, медицинские прорывы, о которых Путин и Си говорили на параде, прогуливаясь, какие-то там неимоверные проекты космические, участвовать в искусственном интеллекте, продвижение его там, ну, в разные сферы жизни, прорывы делать. Они будут строить условно там мост Патона. Ну, это я так навскидку. Латать. Или канализацию в Мариуполе будут заново строить. Вместо того, чтобы заниматься вот этим. Получается, что точно так же может и Путин бросить надломленную Украину к ногам Европы. И мы, получается, есть такое выражение украинское, вам знакомое, наверное, поговорка такая. И мы гимно на цидылку, понимаете? То есть не туда получается, а не туда. Потому что мы кричим «дайте, дайте денег», но, а завершать никто не хочет. Ну, потому что все хотят еще больше разбить Украину, чтобы еще больше спихнуть неликвид в ту или другую сторону. Но насчет Европы, действительно, Путин об этом говорил, и причем несколько раз об этом сказал, что он не против, но уже европейские страны по типу там Венгрии сказали, ну Путин-то не против, но мы против. То есть мы против принимать Украину. Все понимают, и Трамп, и Путин, что если бы Украина вошла в таком состоянии, да, в Европейский Союз, то Европейский Союз, который находится в стагнации, из которого бежит практически весь большой бизнес, да, он вообще загнулся бы. То есть это объективный факт, потому что необходимо было бы действительно потратить просто сотни миллиардов на восстановление инфраструктуры, жилищного фонда, там, создание рабочих мест и прочего. Европейскому Союзу это надо. Давайте просто объективно. Европейский Союз – это надгосударственное образование, в первую очередь экономического характера. Да? У него есть планирование, то есть работают законы плановой экономики.
Есть ограничения там, выхода товара на рынок, есть ограничения по квотам, по льготам, вот, по дотациям. И поляки, кстати, больше всех съедают, да, с Европейского Союза, то есть меньше всех дают, но больше всех съедают. Ну, я сейчас не беру в счет там прибалтийских тигров, да, экономических, но то есть смотрим на Восточную Европу, потому что поляки 95% экспорта польского выпадает именно на еврозону. Польша, ну, я думаю, это уже только ленивый не говорил, сколько она получила дотаций, когда вошла, и она дальше продолжает получать эти дотации из европейского бюджета. Это же деньги не ничейные, это деньги Франции, Германии, да, Италии. То есть это деньги, которые, тех экономик, которые производят, которые хотят зарабатывать. Помимо этого, им ярмо на шею повесила Урсула, когда подписала с Трампом соглашение о пошлинах, которые Америка вводит, и о беспошлинном ввозе американских товаров, о закупке энергоресурсов американских, об инвестициях в американскую экономику. Вообще нонсенс, да, при стагнации инвестировать 650 миллиардов в чужую экономику, это, ну, у виска можно покрутить, сумасшествие, либо предательство, скорее всего, второй вариант. Вот. И тут, представьте, им еще на шею повесить разрушенную Украину. Ну все, это сразу пациент пойдет на дно. То есть, как бы, ну, спасения здесь никакого не будет. Понимают ли это в Европе? Конечно. Будут кормить Украину тем, что возьмем в Европейский Союз, конечно, возьмем, но вы еще чуть-чуть потерпите. Ждать, пока Украина будет сокращаться в количественном, да, и качественном масштабе, в том числе и территориальном и человеческом. Вот. И если Украина, по их мнению, там разделится, да, ведь такие планы тоже существуют, там деление Украины, и об этом и на Западе говорят, и карты публиковали, да, и в Киеве публиковали эти карты, вот, и на 3 части, забыл, кстати, вот недавно была тоже новая публикация, что будет там 3 части Украины, вот, то какую-то часть по типу, там, условно говоря, западных регионов, в принципе, да, могут принять Европейский Союз, там Львовскую, Закарпатскую, Ивано-Франковскую, Тернопольскую область. Могут, да, то есть это, например, Европейский Союз потянет, вот, потому что там и так половина населения, которое проживало в этих регионах, она уже живет в Не, Европейском не Союзе. получится. Не получится. Это прожект. Это все нереально. Знаете почему? Потому что Львов русифицируется. Это было нечто. Львов русифицируется, надо что-то с этим делать. Елки-палки, ругается свободовец в горсовете во Львове и говорит, надо... И начинается же, а я думаю, откуда это ноги растут? Начинаются вот эти посты всяких инфлюенсеров, выход там видео записывают, типа такие, мова має значення, мова має значення во Львове. Казалось бы, ребята, во Львове зачем защищать украинский язык? Все и так на нем говорят. Не, он там русифицируется. Понаприезжали вот это вот, не пойми кто, получается, в Мисто Лева, и все. Тут выдал представитель мовного омбудсмена с абсолютно украинской фамилией Спиридонов, говорит, Моргенштерн, Маша и Медведь и инстасамка, простите, пожалуйста, угроза национальной безопасности Украины. Это навязывание русского языка с моральной точки зрения, ненормально слушать российскую музыку или смотреть российские фильмы. И второй момент, что каждое прослушивание, просмотр, монетизация доходов России, что автоматически конвертируется в количество шахедов по Украине и баллистических ракет. Слушайте, тут уже, я уже вижу кризис жанра, понимаете? Потому что они уже не знают, к чему зацепиться. С одной стороны, Львов русифицируется, ну, потому что приехало много людей из разных регионов, да, они говорят по-русски, больше русской речи. С другой стороны, они же едут-то не для того, чтобы русифицировать Львов, они едут для того, чтобы там жить, ну, там, зарабатывать. Даже если они не зарабатывают, а просто получают выплаты, ну, тратить там, жизнь поддерживать. Они там жить туда едут, а не русифицировать. Да. Но параллельно с этим, вот видите, уже с одной стороны нельзя русский контент смотреть, а с другой стороны посмотрел контент. Монетизация. То есть глянул, как спела инстасамка, вот шахет полетел. Вот это все, казалось бы, этот бред нам вот это вот навязывают. Слушайте. А потом просто, когда 1000 раз повторят, люди будут в это верить.
Жалко этого Моргенштерна. В России, значит, иноагент. Из Эмиратов пацана выгнали, там бизнес какой-то пытался строить в Украине. Угроза национальной безопасности. И вот такой вопрос, да, а стоило оно того давать Гордону интервью? Условно говоря. Зачем? Теперь гонят пацана по всему миру, не может себе места найти. Вот. А если серйозно, то дуже жахлива, звичайно, ситуація зі Львовом, з русифікацією, особливо коли туди люди із Харкова, з Дніпра приїжджають, орендують квартири по 1500 євро, там по 2000 євро. Да? Я сам лично, когда 1 месяц или 1,5 мне там приходилось находиться, да, так сказать, инкогнито, да, то 25 квадратов, то, что могли найти, стоило то ли полторушка, то ли двушка американских денег. То есть это так, на секунду. Это насчет бідних львов'ян, які дуже переживають, що до них їдуть. Вот. Многие львовяне поздавали свои квартиры и сейчас сидят на пособии в Германии, там, либо в других странах, более обеспеченных европейских, получают бабки и с Львова, и оттуда. Так что я думаю, что не очень-то страшно для них то, что к ним приезжают люди из Харькова, Днепропетровска, Одессы и Киева. Но вот отношение там было действительно, честно, я на себе это прочувствовал еще до войны, там всегда такое, прям немножко с пренебрежением относились к другим регионам, и почему-то, приезжая в чужие области, пытались навязать именно свою концепцию Украины. Я поэтому всегда публично выступал за культурную децентрализацию Украины, чтобы никто не имел права навязывать свою региональную политику на всю страну. Но, тем не менее, это мне потом в 161-ю статью вылилось, оказывается, вместо объединения. Чисто оруэллская тема. Вот. Те, которые хотели объединять, стали разъединителями, те, которые разъединялись, стали объединителями. Вот такой сюр, в котором мы сейчас живем. А насчет русификации Львова, и это не только Львова, да, оказывается, что помимо Спиридонова, Ивановская, если не ошибаюсь, фамилия тоже очень такая украинская, мовного омбудсмена. Так, а дочка ее еще и соцсети на русском языке ведет. Это же горе-то какое. Это получается сапожник без сапог. Как так? Дожилися тепер. Вот такая вот тяжелая сейчас ситуация с украинским языком. Но для львовян у меня один такой совет. Ребята, если вам опять начинают, причем в вашем городе, напаривать, что нужно відстоювати українську мову, вас где-то обманывают на бабки, 100%. Потому что, где-где, во Львове эту тему поддевать, мне кажется, это уже, наверное, все аргументы закончились, уже прослушка у Садового появилась, да, что-то там, походу, готовится, какой-то коррупционный скандал, уж больно в патриотизм начали сильно играть. Не тот регион, в котором надо защищать украинский язык. Мне кажется, там нужно защищать права граждан Украины, которые приехали из других регионов. Это мое личное мнение. Ко всем людям отношусь хорошо, но есть, конечно, люди, которые относятся к себе подобным очень нехорошо. А насчет там инстасамок и прочих, я думаю, они не сильно потеряют от этого. Смотрите, тут же дело не в том, что они там потеряют. Дело в том, что слушают. И Так и будут Моргенштерна, слушать, и будут школьники, слушать. и Это будет протест. инстасамку. Это Конечно. протест. Это молодежный протест. Кто слушает инстасамку и там этого, как его, Моргенштерна? Не 40 плюс, не 50 плюс. Наверное, подростки там, да, там 15 лет, 20 лет. То есть это молодежь, которые надоели все эти ограничения, которые понимают, я хочу говорить на русском языке, например. Я хочу смотреть эти фильмы, я хочу слушать эту музыку. Какого черта мне не разрешают? Причем здесь война. То есть у молодежи начинается внутренний протест. А еще возьмите ситуацию, что это возраст протестный. Потом подростковый возраст, пубертат. То есть они и так протестуют против мира всего. А тут еще им что-то навязывают. Разумеется, оно пойдет от обратного. И вырастет скоро целое поколение, которое будет русский язык воспринимать как одним из видов протеста против существующего беспредела внутри Украины, в том числе экономического, политического, военного и социального. И таким образом будут выражать это. Поэтому тут сила действия равна силе противодействия. То, что они делают, оно скоро против них сработает. Надо просто, понимаете, люди, может быть, не понимают это и воспринимают, например, ваши слова, что, воспринимают как протест, значит, они такие будут все русскоязычные.
Да нет. Вот в этом-то и беда, что нет. Эти люди будут хорошо знать русский язык на слух, там по разговору могут общаться, но там элементарный диктант для 5 класса по русскому языку они не напишут. То есть вы понимаете, что мы попадаем, вот сейчас уже поколение, вот то, которое с 14 года, это все началось с 14 года, вот это все, то хоть какие-то были там уроки русского языка, там хоть как-то где-то, да, то есть, а потом, когда это все сходило на нет и сошло на нет, то у нас поколение вообще полностью каких-то франкенштейнов языковых, которые, по идее, могут с тобой более-менее нормально изъясниться, повставлять кучу англицизмов, потому что это модно, но ручкой сесть или на клавиатуре написать нормально. На клавиатуре можно, потому что там еще хоть исправит тебя, если поймет какой-то там или компьютер, или сайт, или там искусственный интеллект, он тебе плюс-минус поправит правописание. Но сам человек не может писать. Когда человек не может писать, ну, это означает, что следующий уже перестает быть носителем языка. Не только аудируя там и, ну, там, в общем, на слух и, в общем, неважно. Это большая проблема образованности и будущего вот этих людей, о которых никто не думает, потому что это вообще третьесортное. Вот эти мовные омбудсмены, это же кто? Люди, которые должны, ну как, заниматься гуманитарной сферой, да, видеть состояние, там, да, украинский язык, русский язык, ага. А на каком грамотнее говорят? Люди не понимают элементарной связи. Если ты ребенка научишь говорить по-русски правильно, правописание, которое сложнее в русском языке, вот эти все вещи, он может, по-украински он может полюбить. Ну, то есть это все взаимосвязанные вещи нашего двуязычного региона. Вот в этом как бы такой вопрос, который никто не поднимает, потому что беда, понимаете? Потому что беда, поуходили из жизни какие-то плюс-минус профессоры, там, профессура, ну, какие-то люди, которые писатели, которые переводчики с русского на украинский. Была же отличная школа в Киеве, то есть они переводили вот на раз на украинский язык еще с советских времен. Я завершить хотел бы с вами, вот как раз таки этим поуходили. ГУР публикует материал о том, что население России к 2050 году сократится на 25%. Причем там выкладки такие, смотрите, вот война, там Дальний Восток пустой, рабочих рук не хватает, мигранты. Короче, все. То есть можно обгортатися у простирадла и ползти на кладбище всей Российской Федерации. Материал Вопрос только возникает. А что с Украиной, в которой на одного родившегося ребенка 3 умерших, будет к 50 году? Вот лучше бы они опубликовали такую статистику. А насчет России, я думаю, что ГУРу не стоит беспокоиться по сокращению там населения. Те социальные программы, о которых я читаю, да, как стимулируется рождаемость и прочее, в России этим, в отличие от Украины, заняты. То есть демографическим вопросом, да, а насчет там Дальний Восток, эту тему с детства вообще слышу, что вот Дальний Восток не заселен и скоро отдадут китайцам. Эту же тему везде педалировали, еще там с конца 90-х, наверное, об этом говорили, кому только не лень. Вот. А насчет украинского вопроса, вот что действительно важно. Не просто не стимулируется рождаемость, сокращается население массово. Сейчас уже пенсионеров, значит, на фронт, потому что разрешили. Вот. Молодняк, который сумеет выехать, он, скорее всего, и останется. Потому что если ты в 17 лет выехал из Украины, то есть тебя практически здесь ничего не держит. Я в прошу Украине. прощения, и 60 плюс пойдут на фронт. Да, пойдут. Потому что жрать нечего. Да. Пойдут на фронт. Продолжайте, извините. Вот. Только и там не факт, что потом какие-то выплаты будут, еще чего-то. Вот. А насчет молодняка, 17 лет, 20 лет, тут 22 года он выехал. Что его держит в Украине? Я вспоминаю себя в 17 лет, да, условно говоря. Ты ж школу только закончил, там, в университет поступил, в 22, не знаю, закончил университет или еще учишься. Вот. То есть практически ты карьеру никакую еще не строил.
Вот ты не обременен никаким там имуществом, движимым, недвижимым, да, то есть заработка нет, семью еще не создал, ну, понятно, есть там родители, бабушки, дедушки, ну, благо у кого есть, вот, но с ними можно видеться и в Польше, и в Германии, и в Белоруссии, ну, где угодно, то есть куда бы ты ни выезжал. И эти люди, которые, это поколение, которое выезжает, оно свою жизнь начнет строить уже там. Там их будет первая работа, там их будет первая любовь, там их будет там первые деньги, первая машина, первая квартира, и все. И про Украину они забудут. И в Украину они, возможно, если она сохранится, будут когда-то приезжать. Вот здесь я родился, да, и на хорошем таком немецком либо польском языке рассказывать своим детям, потому что украинскую мову не факт, что они будут знать. Вот, не факт. Вот что, собственно говоря, чем надо было бы озадачиться не только гуру, да, хотя это не их специализация, а в первую очередь там всем министерствам, всем комитетам, чиновникам, которые отвечают за соцполитику. Почему-то вообще соцполитика сейчас в Украине это какое-то запретное слово, ее банально просто нет. Вы даже на бюджет посмотрите. 2,8 триллиона закладываются в доход, и 2,8 триллиона ровно эти деньги закладываются на оборонку. А все остальное это дефицит. То есть вся остальная социалка, бюджетная сфера – это дефицит. Ну, вот, собственно говоря, и вопрос тогда, да, о какой демографии вы думаете? Если сейчас около 20 миллионов, да, многие эксперты говорят, что меньше уже в Украине, с учетом сокращения территорий, выезда людей, женщин, там, иммиграции там, да, и прочего, вот, уже меньше 20 миллионов. Так что будет там до 50-го года? Мне кажется, нужно до 30-го посчитать. До 50-го, если так дальше дела пойдут, я хочу верить, что не пойдут, что все-таки это изменится, и Украина начнет строить нормальную государственность, которая не будет там анти что-то, а будет для чего-то, да, не в парадигме анти. И тогда можно будет, какая-то будет территория, я не знаю, какое население, тоже не ведаю, не гадалка, но тем не менее мне хочется в это верить, что люди, которые, как мы, например, да, потерявшие свою родину по политическим причинам, которые не могут вернуться, смогут вернуться, да, и заниматься своей страной. Вот в это мне хочется верить. Вот. А то, что есть сейчас, и эти прогнозы, ну, казалось бы, да, есть такое выражение народное, что ты там соринку ищешь в чужом глазу, когда у себя бревно не видишь. Так вот это бревно пора бы заметить. Александр Лазарев был моим собеседником сегодня. Подпишитесь, пожалуйста, на Александра в Телеграм и на YouTube. Ссылки в описании. Спасибо большое за время и мысли. Спасибо. Друзья, берегите себя, добра и света, несмотря ни на что. Увидимся.